Любая работающая техника, любая медитация, которая ведет к саморазвитию, осознанности, пробуждению, присутствию и слиянию с высшими аспектами, она основана на работе внимания. Есть только разница, где работает внимание. Глубина пространства человека, его структуры, она имеет объем, она имеет уровни. Обычно то, что подразумевается под медитацией, это работа внимания внутри ментального плана. Человек, который никогда не медитировал, но интересуется и хотел бы, задается обычно вопросом, что делать внутри медитации. И когда человек пробует включать в себе разные медитации, он остается в растерянном состоянии с вопросом, что такое медитация, что делать своим вниманием. Обычно под медитацией, ментальной медитацией, подразумевают или расслабление внимания, состояние перехода в расслабленность, в мечту, в некое состояние спокойствия, когда внимание нужно расслабить, дать человеку уснуть, перейти в расслабленное состояние, перейти из состояния тревожности и напряженности в некое стабильное ментальное состояние. Второе, что обычно подразумевается под медитацией, это работа внимания внутри ментального плана. Выход из бытового ума и переход в состояние или разума, или подсознания, или вертикального канала, ченнелингового, информационного канала, который идет от высших аспектов. Он проходит сквозь ментальный план вертикально. Все техники, и древние техники, техники буддизма, техники любой медитации обычно подразумевают именно работу внимания внутри ментального плана за пределами бытового ума. Но когда человек идет от осознанности в сторону пробуждения, ему требуются техники и методики, которые подразумевают работу внимания на других планах его структуры. Когда человек выходит из своего ментального плана, выходит из внимания внутри медитации, выходит из разума и подсознания и в целом ментального плана и смещает точку своего внимания в любую другую зону своей структуры. Смещение, например, точки внимания того, кто говорит «я», когда вы закрываете глаза и говорите «я», вы говорите его обычно в голове. Оно говорится в голове, оно звучит эхом в голове. Автоматически человек сразу попадает в медитацию, в ментальный план. Когда человек смещается на другие планы, заходит вглубь своей структуры своим вниманием, он может работать в энергетическом теле, в энергетическом поле, работать с энергиями. Он может работать с астральным телом. Осознанные сновидения предполагают работу внимания, осознанного внимания того «я», которое осознает свои действия, свои мысли, свои ощущения внутри астрального тела и астрального поля. В общем-то, это и подразумевается под осознанным сновидением. Структура человека по своему чертежу, по своему устройству предполагает зону структуры, откуда ведется работа по пробуждению, откуда включается пробуждение.
откуда идет соединение с высших аспектов. Это центр структуры человека, центр, который обычно называют сердце. В прямом значении. Сердце в значении центр структуры. Работа внимания и смещение внимания в свой центр структуры, в энергетическое сердце, и есть переход внимания в сердце. Открытие сердца – это условный термин, который обозначает, что человек перешел внутри своей работы, внутри своей медитации, перешел точкой внимания в свое энергетическое сердце, знает и умеет, как там работать, знает, что там делать. Человек, который никогда не медитировал, как я уже сказала, но задается этим вопросом, что делать своим вниманием. Он в корне задается самым главным вопросом, что делать в пространстве, в которое человек попадает своим вниманием, в любом пространстве, что в этом пространстве делать. Потому что отдыхать – это одна из целей. Но как в ней работать, как в ней самосовершенствоваться, как в ней соединяться с высшими аспектами. И медитация внутри сердца, медитация, что делать в своем сердце, как исцелять свои части, как находить, что там делать, в каком быть состоянии, как соединяться через сердце со своими высшими аспектами, и подразумевает открытие сердца, прохождение канала от высших аспектов, технически говоря, устроено через сердце. Есть сообщающийся канал, встроенный в структуре человека, от высшего «я» до энергетического сердца. И человеку его нужно активировать, этот канал, и научиться в своем сердце работать, что делать в своем сердце. Так вот, зачем человек медитирует, зачем человек занимается теми техниками, которые у него есть или которые он ищет. В любом случае, первичная цель человека, который идет в свое развитие, в свое смещение из привычного восприятия, из привычных зацикленных действий, из привычных рельс и координат, из которых он исходил на протяжении своей жизни. То есть у человека может быть внешние события, которые он осознает как зацикленные. Он по поводу какого-то события, которое повторяется в его жизни, испытывает примерно одни и те же эмоции, у него происходят одни и те же мысли. И он видит, что они зациклены по кругу, и им нет выхода. Человек ищет им причину, найти и расслабить ту зону, которая отвечает за зацикленность событий, за зацикленность мыслей, за зацикленность эмоций человека на одном плане. Когда человек занимается ментальными медитациями того или иного уровня, он выходит за пределы своих установок. Он может видеть и чувствовать, расслаблять и выходить за пределы ментальных паттернов. И расслаблять свои установки, свои привычки, свои отточенные реакции ментальные на какое-то событие, на какое-то свое состояние. Тем самым как бы расслабляясь в своей жизни на определенные темы. Когда человек идет в свою глубину, все глубже и глубже, через сердце, человек имеет дело со своими чувственными причинами, источником своих состояний. Потому что состояния всегда имеют своей основой, своим корнем – это чувства. В них располагается источник. Если чувство человека, если человек, например, чувствует ревность,
Он может расслабить свои ментальные установки и расслабить свои эмоциональные реакции через ментальную работу, через ментальные медитации и техники. Но причина ревности, причина ощущения дефицита, того, что он нуждается в другом человеке, и он не может вас самовосполнить, тот дефицит самого себя и своей опоры, свои ощущения ясности, что ему в его жизни нужен другой человек. Он чувствует в нем потребность, как в еде, как во сне. И расслабив ментальные установки, у человека все равно остается ощущение дефицита, который он на уровне сердца найдет эту ревность, эту причину, не только этот дефицит самого себя и присутствие в своей жизни не только в ревности к партнеру, не только в ревности, проявленному к другому человеку, но найдет и в других зонах ощущение нужды в чем-то или в ком-то. А это вообще темы зависимости. Темы зависимости от еды, темы зависимости от покупок, темы зависимости от собственного настроения и так далее. И он откроет для себя большую тему работы исцеления внутри своего сердца, исцеления своих чувств, которые вообще основаны на нужде и дефиците. И таким образом сможет исцелить свое чувственное состояние, а следовательно и ментальное, и эмоциональное, и в его жизни начнут нивелироваться те события, которые провоцируют эту нужду. Ситуации, когда у человека вызывается ревность, ситуации, когда человек чувствует, что ему необходим шоколад в его жизни или какой-то дополнительный радостный или нерадостный допинг. Эти все состояния явные начнут нивелироваться в жизни человека. Получается, что человек медитирует, работает и самосовершенствуется во внутреннем своем пространстве, внутри себя, для того, чтобы, во-первых, исцелять свое внутреннее состояние. Это, наверное, первое и самое главное. Когда человек чувствует, что ничего ему не может помочь, чувствовать себя спокойно, радостно, что он не может жить свою жизнь, потому что и в том числе, когда с ним происходит что-то хорошее, что-то радостное для него, он не может почувствовать эту радость. Он чувствует тревогу, он чувствует усталость, вне зависимости от того, что с ним происходит. Это первая причина, по которой человек идет во внутреннюю работу, в развитии и самосовершенствовании. Вторая причина – это исправить и исцелить некоторые свои ментальные, энергетические и событийные паттерны, которые не позволяют человеку двигаться в пространстве своей жизни. Они его ограничивают, как бы замуровывают ходить по одному и тому же циклу, бегать как мышка внутри колеса, из желания вырваться из этого колеса, увидеть, что мне не видно, увидеть больше. Ну и третья причина – это когда человек дошел до той степени осознанности, когда он может осознавать свои чувства, которые он испытывает, осознавать свои эмоции в первую очередь и осознавать свои чувства. Он находит, что сколько бы он ни осознавал свои чувства, они не меняются. Они существуют, и это факт. Ими можно не руководствоваться,
Но человек обнаруживает, что следующий шаг — это что-то делать со своими чувствами. Это их как-то исцелять, что должен быть способ как-то свои чувства исцелять. И начинает искать ту или иную технику, тот или иной способ, пробовать внутри себя, как это работает. И правильно делает, оно как-то работает. Совершенно точно. А для этого есть инструменты, которые работают хорошо. Они исцеляют эти состояния. И человек не зря исчет. Поэтому следующий этап выхода в пробуждение, в присутствие высших аспектов — это исцеление тех чувств, которые не дают прохождению силы и энергии высших аспектов сюда, в сознание, в жизнь, в чувства человека. Это их исцеление. И постепенно у человека идет активация высших аспектов здесь, в воплощении, через исцеление тех чувств, которые у человека фактически проявлены. Он как бы высвобождает ту закрытую, запечатанную зону для прохождения чистых энергий души. Также, если вы интересовались темой энерготерапии или других техник, вы знаете, что внимание в таких техниках работает в присутствии в любых других зонах человеческой структуры. Вы можете зайти вниманием в свою пятку, вы можете зайти вниманием в свой палец, вы можете зайти вниманием в любую зону и проникнуть туда, как вы чувствуете свое поле, как вы чувствуете свои энергетические тела. И там работать. Вы можете проводить туда энергию, вы можете делать что угодно. Это и будет ваше личное исследование своего поля, проведение энергии, поиска способов исцеления той или иной зоны, структуры или физического тела. Пожалуй, к техникам саморазвития не относятся только техники хилинга, техники лечения, потому что человек своим деятельным вниманием не присутствует в процессе. Его лечит другое существо. Оно помогает ему расправить или исцелить те зоны, которые у него перенапряжены, зажаты. Там есть присутствие сущности и так далее с любого плана, будь то массаж или энерготерапия, или какая угодно, их очень-очень много техник. Вот в них человек не участвует в собственном процессе исцеления, соединения с высшими аспектами и так далее. Но если человек умеет сдвигать свое внимание в точке своей структуры, в том числе физического тела и энергетического тела, то тогда человеку этим нужно заниматься. Может. И тогда техники исцеления работают сильнее и лучше. Тогда человек может выйти к созданию собственных техник, разработать свои собственные инновации в этом деле и стать мастером, целителем, в первую очередь самого себя. Если вы находитесь в отрезке пути, где вы приходите или подходите к точке, где вы хотите пробуждения, присутствия высшими аспектами, где вы чувствуете, что вы хотите делать, создавать, выходить из чувственных паттернов, которые давят на вас на протяжении жизни и не позволяют вам сдвинуться в ту широту и масштаб, который вы чувствуете, что он уже здесь, и как будто почти в руках, руку протяни. Также, если вы находитесь в процессе, на какой-то из стадий пробуждения, присутствия высших аспектов, и не ориентируетесь в своем процессе, но вы чувствуете ощущение и стремление сливаться со своими высшими аспектами,
быть, что называется, в коллективном поле творцом своей реальности, то вы на правильном пути. Есть техники, есть способы, которые не требуют сверхусилий, которые не требуют от человека чего-то сверхъестественного. Человек может легко, спокойно и планомерно двигаться в своем направлении. Чтобы для человека не был процесс пробуждения, созидания, слияния со своими высшими аспектами и приведения в порядок, в радость, в удовольствие своей жизни внутренней и внешней, каким-то хаотичным и непредсказуемым процессом, уже есть простые способы, как двигаться в этом направлении спокойно и легко. Мы являемся мастерами, проводниками человека к своему пробуждению и к своему слиянию с высшими аспектами. Как запустить это все в своей жизни и планомерно двигаться туда, куда вы чувствуете, что вы хотите. Если вы находитесь как раз в моменте, где вы устали от повторяющихся событий, от повторяющегося зацикленного внутреннего диалога, от повторяющихся реакций, эмоциональных проявлений, от состояний, из которого вы не можете выйти, как бы вы ни старались, у нас есть такие техники. Вы можете прийти на сессию или зайти на наш сайт. Можете попробовать курс или медитацию и увидеть, что в короткие сроки вы можете сдвинуться из точки, где не получается пройти этот уровень, это состояние, перейти в деятельное, активное движение на выход, на исцеление своей жизни, на исцеление своих состояний, чтобы вам было хорошо, классно, чтобы вам понравилось ваше движение на вашем пути, ваша жизнь и ваше внутреннее самочувствие, чтобы оно было вам в удовольствие. Если вам интересно это видео, другие наши видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Алгоритмы работают так, на обратную связь. До встречи в следующем видео.